Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня я скажу вам о том, как можно слить воду из машинки, которая поломалась. Первый способ — это вызвать мастера. Второй способ — сделать самому. Если у вас есть руки, то можно попробовать что-нибудь ими сделать. И есть желание. Машинка у нас Samsung. Марка VF0508 NZW. И проблема такая. Она работала, стирала, но в последний момент, когда нужен был отжим, перестала работать. Начала пищать. Выдает ошибку 5E. Это говорит о том, что у нее не работает помпа слива. Попробуем ее отремонтировать. Но для начала необходимо слить воду. Помпу я буду в следующем видео ремонтировать. А в этом видео я расскажу о том, как можно слить воду из этой машинки, чтобы не разлить ее на пол. И ваша хозяйка не ругалась. Приступим к работе. Вот такая индикация на панели управления. Машинка закрыта. Горит замочек. То есть открыть пока ее не получится. Поэтому начнем сливать воду. Первое, что нужно сделать, это отключить машинку от питания. Потому что если вода попадет в те места, которые не положено, то может либо что-то замкнуть, или что-то помешает. И после отключения питания через 5 минут откроется замок защитный, и мы сможем слить воду через люк. Чтобы слить воду, есть 5 способов слива машинки в аварийной ситуации. Первый способ — это через сам люк непосредственно. Второй способ — через сливной шланг, который опустить ниже уровня машинки. Третий способ — через фильтр сливной. Четвертый способ — через трубочку, которая находится для аварийного слива возле фильтра. И пятый способ — это уже слив из барабана, который находится сзади. Но мы сейчас рассмотрим два способа. Способ слива через задний шланг сливной и способ слива через трубочку аварийного слива внизу. Начнем работу. Для этого нам понадобится обычная отвертка или нож, что есть в наличии. И после этого приступим. Теперь необходимо выдвинуть машинку стиральную из угла, где она стояла. Перекрыть воду подводящего водопровода. Для этого здесь установлен кран. Может быть любой конструкции. И отключить канализацию. Это шланг канализации. Он имеет обычный выход и фиксирующее колено, которое необходимо для того, чтобы вода самопроизвольно не сливалась из системы машинки. Для слива из сливного шланга понадобится большая емкость. И просто отстегиваем из задней части фиксирующие разъемы. Следующий разъем находится вот он. Здесь понадобится крестовидная отвертка, чтобы открутить фиксатор. Откручиваем. Крестообразной отверткой. И уже после этого мы можем опустить шланг в емкость и попробовать слить. И вот вода потекла. Если вода сразу не побежит, то можно, почистив эту часть от грязи, сделать небольшой вакуум ртом. Обязательно выплюнув воду, которая
будет течь грязная. Потому что сразу вода у меня не текла. Так как, наверное, была воздушная пробка, скорее всего. Единственный минус, что с помощью этого способа может вода не слиться не полностью. И придется еще окончательно ее сливать с трубки аварийного слива, которая расположена возле фильтра слива воды. Видно, что вода грязная бежит. И давно уже шланг не чистился. Напор небольшой, но этого вполне хватает для качественного слива. Используя плоскую отвертку или нож, в верхней части поддеваем крышку декоративную, которая закрывает фильтр слива, и трубку аварийного слива, которая находится здесь же. Вот эта трубка. Она есть на многих моделях. И в нашем случае может помочь. Теперь берем емкость, какая есть под рукой. Желательно, чтобы она была невысокой. И после этого пробуем слить воду. Открываем пробку. Она где-то как хорошо. И начинаем сливать. Пока сливается вода, можно видеть, что барабан уже открылся, замок сработал, и вода потихонечку уходит. Если эти способы не работают, то можно будет, подложив под низ какую-то емкость, открутить слегка крышку фильтра и вылить всю воду туда. Но это очень неудобно, потому что может разлиться под машинку вода. После того, как основное количество воды слилось, необходимо сзади закрепить сливной шланг на защитные свои зацепы, которые создадут уголок, чтобы не сливалась вода лишняя. И окончательно слить воду с помощью сливного шланга, который расположен внизу. Втягиваем пробку и смотрим, у нас потечет или нет. Тоже можно создать небольшое раздвижение. Что-то не бежит, наверное, скорее всего, она забилась, наверное. Здесь крышка снимается декоративная, что облегчает работу по сливу жидкости. Также можно, слегка приподняв машинку, опустить ее на емкость и слить воду. Емкость должна быть невысокая. Ну вот, у нас уже сухо в барабане. Значит, мы все сделали правильно. Теперь, после того, как слили воду, можно приступить к
к ремонту или замене помпы. Я еще не знаю, что там все случилось. Вы посмотрите видео о том, как слить воду в аварийном режиме из машинки Samsung VF0508 NZW. Это касается многих машин стиральных, принцип у них одинаковый, поэтому это может пригодиться каждому и везде, если у вас что-то с машинкой. Если вам не хочется вызывать мастера или позднее время. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как слить воду в аварийном режиме из стиральной машинки с фронтальной загрузкой. Будьте с нами, и наш канал Дело мастера боится. Всем пока.